Всем привет! Сегодня говорим про Samsung, и до появления Galaxy Tab S4, а это именно он, в природе не существовало флагманских планшетов, которые могли бы конкурировать с последними моделями iPad. Ну, по крайней мере, за последние 3 года так точно. Ситуация настолько печальная, что на сайте Android исчез раздел с планшетами. Правда, на некоторое время потом Google его вернули, и директора оправдывали, что это было досадное недоразумение. Смешно получилось. Как ни странно и дико это осознавать, но до сих пор в почете планшет NVIDIA Shield Tablet, он действительно неплохой, и древнейший Nexus 9. Вот он, конечно, такой средневатый. В любом случае, Samsung решили исправить эту ситуацию. И давайте посмотрим, получилось ли это сделать у новинки. Пожалуй, с дизайна начнем. Для флагмана планшет собран неплохо, однако до iPad все же не дотягивает. С тыльной и фронтальной стороны имеем стекло, а по краям идет металлическая рамка. Зачем оно там? Беспроводной зарядки нет, разбить легко, не знаю. Защиты от воды нет. И когда эта тенденция дойдет до планшетов-то? Только Sony умеет, видимо, в защиту от воды. В общих чертах дизайн планшета почти идентичен Galaxy Tab S3, однако есть несколько отличий, причем серьезных. Под дисплеем исчез сканер отпечатков пальцев и сенсорные клавиши навигации, за счет чего рамки вокруг дисплея сверху и снизу стали заметно меньше. Обрамление по краям визуально не изменилось, а поэтому планшет все еще удобно держать в одной руке, избегая фантомных нажатий. В этом плане продумано. Что еще? Вместо сканера отпечатка пальцев Samsung предлагает использовать фирменную технологию смарт-сканирования, которая объединяет сканирование радужной оболочки глаза и лица. Ее мы уже видели в Galaxy S9. Работает неплохо, но часто ошибается, вечером тоже непонятно, но быстрее, чем в S9. Все физические клавиши, а именно качелька регулировки громкости и питания, расположились в верхней части правой грани. Расчет явно на то, что планшет большую часть времени будете вы использовать в ландшафтной ориентации. Еще из интересного, на правой грани можно обнаружить слот для карты памяти microSD внизу и nano SIM. Как тебе такое, iPad? На левой грани находится магнитный коннектор для клавиатуры обложки, на верхнем торце ничего, а на нижнем порт Type-C и 3,5 мм аудиовыход. Говорят, в новом iPad Pro его не будет. Еще на торцах можно заметить 4 динамика с каждой стороны. Звук у него неплохой, но, честно говоря, до iPad не дотягивает. Что бы вам Samsung ни говорил. На мой взгляд, звук на 4. Давайте проверим, так ли это. Теперь iPad. По-моему, разница очевидна. От сборки переходим к дисплею. Здесь установлен AMOLED-экран. Другого от Samsung не стоило ожидать. Он яркий, контрастный, сочный. В общем, прекрасный дисплей. Гибко настраивается. Разные режимы. Есть блокировка случайных касаний, двойной тап для открытия экрана. Все, что нужно, здесь есть. Конечно, лагерю IPS уже нужно приобщаться к AMOLED-экранам, но вот этот экран прям хорош. 10,5 дюймов, разрешение 2560 на 1600. Дальше. Galaxy Tab S4 работает на Android 8.1 с фирменной оболочкой Samsung Experience 9.5. На первый взгляд она аналогична тому, что мы наблюдаем на смартфонах Samsung, как Galaxy S9, например. Однако, в отличие от смартфонов корейской компании, фирменная оболочка на планшете умеет переходить в режим DeX без помощи специальной док-станции и монитора. И это его главная особенность. Режим DeX превращает Android в подобие операционной системы для стационарных компьютеров, где есть рабочий стол, а приложения запускаются в окнах, которые можно по нему перемещать. Начиная с Galaxy S9 в режиме DeX на полный экран отображались только игры. С Galaxy Tab S4 весь экран может занять любое приложение. Все это напоминает Chrome OS, и это очень круто, так как в таком режиме работать с планшетом куда приятнее. Экран-то позволяет. Из минусов только отмечу работу исключительно в горизонтальной ориентации. Перевернуть нельзя, а если было бы можно, я бы режим DeX вообще не отключал. Он удобный. Вместе со стационарным режимом работы новый планшет от Samsung предлагает стилус. Он идет в комплекте, и он также обновился. По размеру, кстати, немного меньше, чем Apple Pencil. S Pen понимает угол наклона, силу нажатия, вот это все. В этом плане отлично, как и на Galaxy Note, работают заметки при выключенном экране. Одна проблема — хорошего софта под Android реально мало, чтобы рисовать. Что еще? Конечно же, клавиатура. Она в комплекте не идет, и за нее придется выложить дополнительные 9000 рублей. Клавиатура удобная, клавиши удалены друг от друга на комфортном расстоянии. В 1000 раз удобнее, чем клавиатура Apple на iPad. Раз уж мы их сравниваем так часто. Но здесь такая же неувязанная клавиша переключения языков. Одна, так еще и справа. Дайте мне переключение на Ctrl-пробел или как на Маке, или Alt-Shift. Можно, конечно, здесь активировать комбинацию Shift плюс пробел, но это тоже неудобно. Для чего нужна клавиатура? Конечно, чтобы такая связка заменила ноутбук. Режим DeX здесь и есть для того, чтобы работать с окнами и клавиатурой, и вот такой вариант реально в поездках удобен невероятно.
Камеры. С тыльной стороны расположен одинарный 13-мегапиксельный модуль, а спереди фронталка на 8 мегапикселей, фоткает средний, но лучше, чем среднебюджетные смартфоны. Я бы сказал, уровень Galaxy S7 или даже чуть похуже. Но камера тут далеко не главная ведь. Производительность. К сожалению, Samsung не стал устанавливать в Galaxy Tab S4 новый процессор Qualcomm Snapdragon 845, ограничившись 835-м драконом. Как минус, запас прочности у старого чипа небольшой. Как плюс, имеет набор хорошо оптимизированных приложений. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта. На деле имеем быструю работу системы, приложений и игр. Планшет реально летает, Snapdragon 835 однозначно еще не устарел. Galaxy Tab S4 в России будет стоить 53 тысячи рублей. Конечно, это дорого. 64 гигабайта встроенной памяти, стилус идет в комплекте, это единственный вариант. Но за эти деньги можно взять iPad Pro 10.5 на 64 гигабайта, правда, Wi-Fi версию, и докупить Apple Pencil. Выйдет примерно так же. Что касается аксессуаров, есть фирменный чехол за 5500 рублей двух цветов, черный и серый, и клавиатуру придется докупать тоже отдельно, она стоит 9000 рублей, но при оформлении предзаказа на Galaxy Tab S4 на сайте Samsung по России можно получить ее бесплатно, с полной предоплатой. Итого, на стороне планшета Apple более качественная сборка, звук, конечно, здесь лучше, на стороне Samsung более низкий ценник, если сравнивать LTE-версии, плюс режим DeX и, конечно, Android, любовь к которому является ключевым фактором в покупке. Все-таки Android более гибкая система, нежели чем iOS. И если вы жить не можете без Android, или если у вас есть устройства Samsung другие, то, конечно, нужно оставаться в этой экосистеме и спокойно брать Tab S4. Если операционная система роли никакой не играет, то здесь я бы смотрел в сторону iPad Pro все-таки. Естественно, мы говорим про топовые устройства, потому что стоит что этот, что тот очень дорого. Если нужно что-то подешевле, то, опять же, обычный iPad, либо прошлогодний Galaxy Tab S3, и, в принципе, все. Потому что Nexus 9 и Nvidia Shield, сильно устарели. В природе не существовало. Разные. Только Apple Pencil еще можно закупить, да. Только Apple Pencil еще можно докупить. Только Apple Pencil еще можно докупить. Еще раз. Можно добавить и купить Apple Pencil. И, конечно, Android.